Привет, я Руслан Усачев, и сегодня я на Охотском море. Стая косаток атакует кита. Я сейчас что-то подумал, когда у меня еще будет, собственно, шанс поуправлять дроном за 650 тысяч рублей. Новая рубрика. Мы спасаем кита. И никто из местных работников ничего не делает. Пусть идут российские средства массовой информации. Это было краткое содержание видео, чтобы вы досмотрели до конца. Я не знаю, что там было, потому что я еще это не снял. Но, надеюсь, вам понравилось. Разлетались дроны. Нахожусь сейчас в, назовем это условной экспедицией Мамонт Кап на Охотское море, на Шантарские острова. Я задолбался что-то за последнее время. Вот серьезно, в куче всяких дел, проектов, вопросов, решений, обсуждений. Помимо того, что у меня есть собственный канал, где я стараюсь хоть как-то регулярно делать видео. И даже если я уезжаю куда-нибудь типа отдохнуть, я все равно беру с собой рабочий ноутбук, чтобы монтировать. Я все равно отвечаю на почту, письма. Это не особо отдых. Поэтому я и вписался в весьма нетипичную для меня историю. Как мне уже многие люди об этом уже успели сказать. Я с группой других отчаянных ребят. Медведя видели? Нет, доктор Гудини не видел, и я тоже. Почувствую. Отправился на Дальний Восток, на Охотское море, исследовать Шантарские острова, просто чтобы проветрить свои мозги, возможно, познакомиться с интересными ребятами и наснимать вот таких кадров. Секундочку. Где-то у меня вот здесь он был. Вот. Это был как бы эмоциональный и психологический аспект ответа на вопрос, как я здесь оказался такой неподготовленный к дикой природе человек. О, ягодки какие-то красные. Если говорить о том, как я физически здесь оказался, вот здесь, в продуваемом ветрами таежном островке, то достаточно все прозаично. Это 7 часов из Москвы в Хабаровск, потом пару часов на самолете похуже до севера Сахалина, затем переправа 8 часов до временной стоянки, потом еще 5 часов до вот этого тоже достаточно временного стойбища. И вот недалеко от второго самолетного перехода закончилась связь, то есть нет ни телефона, ни интернета, и какая-то такая, знаете, даже ломка небольшая, как будто сигареты бросаешь. Хотя я не знаю, о чем я говорю, потому что я никогда не курил. Но как будто вредная привычка. Тебе хочется выйти на связь, но не можешь, потому что просто нет интернета. Никакого. Никто до тебя не дозвонится, не достучится никаким образом. И с другой стороны, есть альтернатива. Например, смотреть на то, как стая косаток атакует кита. По-моему, неплохая альтернатива. Но, честно говоря, я заметил, что экспедиция немного отличается, знаете, от моего представления о том, как люди уходят в дикие края. Потому что, когда я оказывался в схожих условиях в детстве, меня родители вывозили, они геологи были, и брали меня пару раз с собой на вылеты. Там было, знаете, максимум пару пленочных фотоаппаратов, чтобы сделать прикольные снимочки с ружьем. Здесь же все немного иначе обстоит. Для примера, вот это DJI Mavic мой, на который я снимаю все клевые пролетики для своих роликов. Но так как в этой поездке помимо меня есть еще пара других travel-блогеров, есть фотографы, операторы, то здесь два таких Мавика. А еще 3 Фантома и 2 DJI Spire.
Чтобы вы понимали, Aspire используется для съемок фильмов. Флешка, жесткий диск для Aspire стоит как мой дрон. А еще куча разных Canon'ов, Никонов, Sony, дорогущей оптики. Камера Red здесь даже есть. То есть вот, грубо говоря, различные техники, чтобы снимать, как человек в походных условиях ведерко воды из родника несет к костру, ну здесь так миллиона на 4-5 есть. Я сейчас что-то подумал, когда у меня еще будет, собственно, шанс поуправлять дроном за 650 тысяч рублей. Так, Антон. Небольшая поправка, я сказал, что здесь 3 фантома. Уже 2. Монтировать потом. Ладно, спасибо. Я вынужден был остановиться с съемкой, потому что Антон сказал, что те 3 секунды, которые я снимал, это будет 4 терабайта, а мне это все потом как-то монтировать на своем слабеньком компьютере, который стоит почти в 4 раза дешевле, чем дрон. По впечатлениям от управления, на самом деле, очень похоже на мой дрон. Там есть пара дополнительных функций, потому что все-таки серьезное устройство. Но вы скажите, вот будете смотреть потом с своего телефончика, да? Не с 4К телевизора в гостиной, а вот с телефона обычного, как большинство людей делает сейчас. И заметили разницу вообще или нет? Напишите в комментариях. А я... Солнце уже садится, не надо собираться, потому что завтра мы, собственно, выдвигаемся в основную часть нашего похода. Это до острова Большой Шантар. И прогноз погоды не очень хороший. Вы спросите, от чего это я так сексуально вырядился? Все просто. У нас сегодня предстоит примерно 3-часовой переход на Большой Шантарский остров. И капитан сказал, что вот первый 8-часовой переход не идет ни в какое сравнение с тем, что нам предстоит, потому что мы севернее находимся, потому что боковые волны, и вообще все получат новые впечатления. Поэтому рубрика «Мои стильные да» на Шантарских островах. Чтобы как-то пережить этот переход, я надеваю на себя термобелье, носки, вторые носки, штаны, лонгслив, флиску, вейдерсы, ну, это такие сапоги с комбинезоном, их обычно рыбаки носят, жилетку, непромокаемую куртку, которая на самом деле очень промокаемая, дождевик. В туалет захотелось. Пират, иди сюда, поглажу. Пират. Кому я дал колбаски, он теперь со мной дружит, да? Мы же никому не расскажем. Пират, как ты оцениваешь мой внешний вид? Самое грустное в этом то, что я надел на себя все, что было. Не то, что нужно, а вот все, что у меня было. И поможет ли мне это не замерзнуть и не промокнуть? Хотя по большому счету, ну что там страшного может быть? Ага, вот так может быть. Коллега, давайте внизу встретимся. Здрасте. Мало того, что заливает, так еще мы едем на север, поэтому вода холодная очень. Шесть часов. 6 часов мы плыли вместо 3. Доплыли до Большого Шантарского острова. Технически цель экспедиции достигнута. Мы на месте. Вы, в принципе, и сами видите, что все уже сгрузились с катамаранов. Отстроен палаточный лагерь. Сразу с 2 кострами. Один для готовки, второй для сжигания всего, что горит, видимо. А пока костер разгорается, еда готовится, пойду смотреть на нерп. В общем, возникла небольшая проблема. Дело в том, что нерпы есть. Вот эти вот всплывающие черные точки — это головы нерп. Ну сюда идите! Но они очень далеко, и даже их
даже если призумить, их не увидеть. Но ничего страшного на самом деле. Пока мы плыли, ребята рассказывали, что нерпы, ну и в принципе, как большинство животных, тем более в таких условиях, где нет каких-то естественных хищников, да, они очень любопытные. Поэтому нерпу можно привлечь музыкой. Каким-то образом это единственный альбом, который мне доступен в офлайне, без интернета, в Google Play. Но стоит признать, что, по-моему, немного подходит под местные пейзажи. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, она в месяц себе в глотку револьвер. Спорим, что ты больше не покинешь этот сквер. Я играю с ее... На безрыбье фараон музыка, поэтому, дорогие нерпы, давайте-ка я вас буду вызывать. Это все дико, например. Так, нерпы почему-то не подходят ближе, но, насколько я знаю, в воде звук намного лучше распространяется. Ладно, то, что я сейчас буду делать, в принципе, об этом многие мечтали. Буду топить фараона. Это все дико, например. Мы курим дико, например. Нерпы! Как вам музло? Качает? Алло, работай теперь, давай. Короче, телефон работает все еще, но из-за того, что он мокрый, не очень отзывчивое управление, и мне, пока он не просохнет, у меня играет фараон. Кажется, мой план провалился, и я просто не понимаю, если фараон даже нерп не может привлечь, то зачем он вообще нужен? Опять все планы порушились. Дело в том, что пока я завтракаю, ребята спасают кита. Во время прилива заплыл кит в речку. Начался отлив, и он застрял между двумя низинами. Слушайте, здесь зашел кит гренландский, краснокнижный наш любимый. Прямо вот зашел, вот где у нас в прошлом году баня, помните, была палатка? Вот тут вот в протоке бедный обсыхает. Кит большой, Молодой 10 метров кит. Ну и вот, наверное, он попал в большую беду. Новая рубрика. Мы спасаем кита. Это молодой кит, ему, ну вот он буквально 10 метров. Это очень молодой кит. Ну буквально, тут может быть там 2 года ему. Вот. Он будет выходить только против течения. Ему Ну, судя по тому, что они на велики вылазят, потому что у них они же холокапцы. Это молодой кит. Какая разница? Большая разница. Он неопытный. По крайней мере, даже если он ослабнет вот здесь вот, лежа на лайде, когда она голится, вот, прилив пойдет, его просто течением вытащит в море. Главное, чтобы он не засох. Его надо поливать. В общем, ситуация следующая. Ночью, когда был максимальный прилив, в эту речку, которая по неким природным, видимо, причинам соленая, заплыл кит мелкий, типа 2-3 года. Начался отлив, и он там остался до самого утра, потому что крутится на пятачке, где глубина примерно 2-3 метра, а вокруг него уже метр, и он не может выплыть. Мало того, из-за этого же отлива военные катера сюда не могут приехать, из-за тумана не может прилететь вертолет, и все, что остается, это ждать, пока дальнейший отлив позволит подойти к киту, поливать его водичкой в ожидании прилива, когда его можно будет переместить каким-то образом уже в море и сказать: «Ты чё, даун? Не делай так больше». На данный момент официальный план спасения кита – это подождать, пока поднимется вода и кит уплывет. А если он не уплывет сегодня, то подождать, пока вода в следующий раз поднимется, и он уплывет. Вот. Помимо этого происходит достаточно странная и, видимо, показательная ситуация. Сергей Доля связался со своей знакомой, которая изучает китов, и она попросила взять пробы. Раз лежит кит, это редкая ситуация, можно к нему подойти и взять лоскуток ткани, паразитов, которые на нем живут. И это невозможно согласовать. Дело в том, что разрешение брать пробу дали только одному из присутствующих здесь ученых,
который специалист по болотам. Директор учреждения отреагировал так, что разрешаю подойти безопасно с головы только вот этому человеку, потому что он с ним разговаривал, он других не видел за кадром. Так. И Владимиру, который инспектор здесь. Владимир Владимирович, он был ответ, говорит, извините, я не пойду, потому что я не специалист. Вот и все. И он не хочет брать на себя ответственность, а больше никому не дали разрешения. И получается, что вроде как Кит, вот он, не разрешают. А мы можем еще раз ему позвонить? Нужно звонить, выйти срочно к Владимиру и звонить. И представьте, что ты... И ты тоже... Абонент временно недоступен. Это критично для них, это очень важно, это поможет продвинуть исследование этих китов на несколько километров вперед, можно сказать. Потому что после того, как этот кит уйдет отсюда, если нам удастся его спасти, они смогут его опознать, и они уже будут его отслеживать всю оставшуюся жизнь. Не, я как бы понимаю, что мы московские блогеры, и мы можем легко убить кита, но... Естественно, это не так. То есть задача не стоит провести ему операцию на сердце. Задача простая – подплыть к нему под присмотром сотрудника национального парка, который умеет обращаться с лодками, и взять с него маленького паразита, отодрать или там лоскуток ткани, и все. То есть понятно же изначально, что ученые, которые занимаются исследованиями китов, не стали бы доверять по факту рандомным чувакам, которые оказались рядом с севшим на мель китом, сложной операции. То есть сама по себе задача взять лоскуток ткани очень простая. Я бы справился. Но меня не пускают. Приходится ходить по пляжу и гальку топтать. Красавка, ответь берегу. Ко мне они на свет не выходили. А там пропущенных звонков нет? Лост захотелось пересмотреть. Пока решается судьба прилива и, соответственно, кита, решили сделать небольшую вылазку. В нескольких километрах от нашего лагеря находится вот такая заброшенная советская военная база. Казармы, всякие локаторы, грузовики. Все бросили здесь достаточно поспешно. Но также стоит небольшой новый лагерь контрактников. Ну и смотрят, чтобы там медведи типа ракет случайно не запустили какую-нибудь брошенную. Под конвоем ведут. Кинопроектор стоял, ну, зал для просмотра кинофильмов, да, пленка, да, что на пленку смотришь, что так видно, ну, типа диафильм, Ирочка, как бы, тоже, ну, которые проживали, я так понимаю, последний, кто здесь жил, а это, ну, ребята, солдаты. Как бы сказать, здесь я не знаю, что было, да, как бы мы двери-то сломали, ну, видите, как бы, типа бухгалтерия была, ну, и канцелярия для именно администрации. Под картой России хранится карта Советского Союза все еще. Что ты делаешь? Проверяю, какой был Крым раньше. А это еще, наверное, кстати, Крым, еще, это карта? Ух ты, Я обожал так обои всегда сдирать во время ремонта. Понятно, конечно, что за десятилетия, которые прошли с того, как вы забросили базу здесь, изрядно все обветшало и растащили все, что можно было. Но стоит признать, что некоторые очень ценные военные артефакты здесь остались, например, вот эти качели. Оружие холодной войны. Особенно зимой, если лизнуть. Если я оставлю эту шутку на монтаже, знаете, что даже спустя несколько недель после съемок и редактирования я все еще считаю, что она забавная. И мне все равно, что вы скажете в ответ. Прилипший язык зимой к качелям — это холодное оружие Советского Союза. Живите с этим. Мы сюда шли по пляжу, а возвращаться будем через лес. Как раз пройдем, попрощаемся с солдатами, которые здесь разбили лагерь. Постепенно разбираются со всем этим брошенным. Ай, комар. У парней здесь импровизированный тренажерный зал. И они сказали, что у них вот это тренажер на грудь. Так что давайте качаться. Можем вместе повиснуть, но что дальше? Раз. Это бы имело смысл, если бы ты тянешь здесь, и она немного поднимается. Или типа наклоняйся. Либо военные очень сильные, либо настолько, что развели, и они смеются сейчас в палатке. Ты развел нас, да? А? Ты развел нас про эту штуку? Объясни, как она работает.
Ссылку на мой канал? Да. Это Не первый. Это на ютубе. Я подписчиков набиваю себе. А водички можно? Воды попить? Да. Я попробую. До свидания. Всего хорошо. Пока. Все, до свидания всем, пока. До свидания. Обратно мы возвращаемся без автомата Калашникова, поэтому будет чуточку страшнее. А, ну и темнеет еще, да, вообще отлично. Уже 9 часов вечера, и, к сожалению, киту не удалось выйти во время дневного вечернего прилива. У него есть шанс во время утреннего, ночного прилива, который пик будет примерно в 5 утра, в 7 часов, и будет какое-то время держаться. Но он, пускай в море не вышел, но он сумел выйти в топ Яндекс новостей. Я сначала не очень понял, каким-то образом, если мы здесь все сидим без связи. Оказалось, что у Сергея, который все это время спокойно фоткал все со стороны, есть спутниковый интернет. Привет. И он накатал гневный пост в Facebook. Уже доложили министру природы о данной ситуации, и они уже всеми силами пытаются понять, как вообще киту помочь. То есть все это время, пока я здесь страдал без инстаграмчика, ютубчика, ты забивал новости. Прекрасно иметь интернет в любой точке земли. Сергей, вопрос простой. Раздай Wi-Fi. Не дам! Значит, как это работает? У вас находится вот такая вот тарелка спутниковая, это квадрат, я тебя разочарую. Это спутниковая квадратная тарелка, которая настроена на спутник. Вы ее ориентируете специальным образом. Сейчас у нас уровень сигнала 71%. И все, после этого вы подключаете ее по проводу к своему ноутбуку и сидите, работаете. У вас интернет. Да. Так. Здесь место для интернета. Ой, прости, пожалуйста. Так, давай. Дай мне интернета. Как это работает? Интернет работает следующим образом. Нужно взять вот этот шнурок и воткнуть его себе в USB. И что, я перемещаюсь с 90 сразу? И скорость небольшая. И еще все зависит от того, как низко висит спутник и от облачности. Сейчас у нас плохая погода и сильная облачность, то скорость небольшая. Перерывы, короче, между вот этим кадром и предыдущим, он залил ролик. Да, я то, что залил ролик. И Russia Today пыталась у него купить еще один ролик. Окей, я открываю YouTube. Время пошло. То есть мне перестать открывать у себя? У нас же с тобой один интернет на двоих. Теперь у меня главный интернет. Что вы делаете? По-моему, ничего. Я не могу курс биткоина проверить. Стоило мне вырубить камеру и сказать: ой, у меня не работает спутниковый интернет, оно реально начало открываться. Вот, и можно смотреть, какое позорище происходит на российском ютубе. Подвинешься? Саш, смотри, вот это YouTube. Это современность. Она вот так выглядит. Да ты что? Как я отстал от жизни. Ну, в общем, интернет есть, но я понял, что за все проведенные здесь дни мне не нужен интернет. Надо что-нибудь про кита запустить. Ты можешь ссылку на мой YouTube канал запустить. Я пытался узнать, какие тарифы на пользование интернета. Оказалось, такие. Ребята, у Сергея есть свой канал. Да. Он там снимает видосы, он объездил куда больше стран, чем я. И об этой же поездке у него будет куда подробнее, если вам интересно. Поэтому ссылка в описании. Вот на наш канал с Марком обязательно заходите. Смотрите все видео. Да? Описание внизу. Мне только что прислали в Телеграм, что говорят в Москве по радио. В Москве по радио сказали, что сюда подогнали пожарные машины. Это при том, что здесь вообще нет ни одной дороги, ни одной машины на Шантарских островах нету и в принципе быть не может. Что кит развернулся и продвинулся уже на 200 метров в сторону моря, при том, что кит как лежал, так и лежит на одном месте уже целый день. И что к нам вылетел вертолет со спасателями. Ну, не знаю, куда он в этом тумане ночью прилетит. И, в общем, какие-то чудеса. Просто, мне кажется, наши новостные агентства сами додумывают новости, сами их придумывают и сами печатают. Верьте только блогерам. Российские средства массовой информации. Мы в другом месте, но мы лучше вас знаем, что происходит. Так, покажите кита. Ему пиздец. Что там? У него глаза открыты, смотри. У него, да, он, видишь, глаз, у него вот эта вот беленькая роговица пошла вот, и вот сразу на роговице в конце глаз. Ну его надо поливать, Серег, выйдешься, одевай. Мы можем ему помочь? А мы дойти-то сможем? Да, я думаю, сейчас можно. Я считаю, что Можете еще раз... Ну, в общем, ситуация примерно следующая. Посветили фонарем, и видно, глаза кита
А это самое страшное, потому что это то, что у него будет пересыхать. И никто из местных работников ничего не делает вообще. Их основная задача — это звонить в Москву, звонить начальству и обсуждать с ними вещи. Поэтому сейчас попробуем его пополивать. Ну, хотя бы раз в полчаса его идти поливать, это не проблема. Поставим каждый будильник. Это не проблема. Слушай, я предлагаю хотя бы глаза. Пошли и все. Ты там сколько разговариваешь? Не стирай, потом... Да, конечно, пойти просто полить. Пусть идут. Мы не хотим, чтобы он умирал. Макс, ты готов? Вы лучше встаньте вот с той стороны. И фонариком не посветите, а поближе будет свет. Так, Коля, возьми у ребят фонари. Сам садись, Макс садись. Я еду помогать спасать кита. пожалуйста, фонари. Я буду светить. У меня очень мощный фонарь. Один из мощнейших на этом острове. Поэтому постараемся сейчас помочь киту, полить его хотя бы глазами. Говно не тонет. Потушите фонари все. Ну, он хоть сам себя поливает, на самом деле. Дойдите выше и держите лодку. Здесь течение сильное, мы не удержим. Это же крутой ветер. Прорвем. Глаза, глаза! А где глаза? Глаза, вот где уже все. А, в воде, да? Он ушел на глубину, что не видно. Вова, все, давай обратно. Там ближе, к хвосту не подходи, иди сюда. Я только снимал, но мужики залезли в ледяную воду. В то же время я горжусь, что это место охраняют такие ребята. Вообще крутые. Штанах. Они в штанах поспрыгивали все втроем. Нам начальство сказал, что хотите делать. Надо этого кита спасти. В общем, подняли кипиш как здесь, так и в интернетах в этих ваших. В итоге сотрудникам немного настучали по шапке и сказали, кит должен выживать, поэтому ребята сплавали и облили ему глаза водой. Ночь он переживет, а вот сможет ли он выплыть завтра во время прилива, это уже другой вопрос. Если не выплывает, то тогда все, никаких шансов нет. Остается только ждать. Пол-шестого утра. Давайте смотреть, что там с китом. Так, уровень воды уже максимальный. Кита нет. Его там нет. Он свалил. Этот мелкие киты плавают против течения, и, видимо, ночной морской прилив со стороны моря в сторону, вглубь острова оказался достаточно сильным, чтобы он сумел выбраться. Круто. Есть, конечно, вариант того, что тот самый вертолет МЧС, о котором несколько СМИ написали, пока я спал, так часа в 3-4 ночи прилетели и тихонечко вытащили кита из воды и спасли его. Но что-то мне подсказывает, что не было никакого вертолета. Я уже не помню, когда такое... Хотя, наверное, никогда не было. Никогда не было, чтобы мне было так приятно просыпаться в 5:30 утра. Даже небо решило немного показаться из-за сраного тумана.
Ну а дальше по плану завтракать, собирать вещи, потому что сегодня нужно отчаливать с острова Большой Шантар на базу, оттуда лететь на вертолете, потом часов 15-18 на автобусе до Хабаровска, из Хабаровска на самолете до Москвы, оттуда на самолете в Питер, и я буду наконец-то дома. Но это на самом деле скучно, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Что-то я самое главное-то забыл. Раз на финальную точку прибыл, то нужно же отчитаться. Как я и говорил, никакого сигнала здесь нет. Поэтому, пока Сергей не видел, я стащил у него спутниковый телефон. И сейчас буду впервые в жизни звонить по спутниковому телефону. Посмотрим, будет ли что-то слышно. Так. Алло, мам. Привет. Я звоню с Шантарских островов.